Рассказ называется «Акула-убийца». Акула – это крупная морская хищная рыба. В пучине океана акулы скользят, словно бесшумные серые тени. Самые опасные и кровожадные из акульего семейства – это белые и тигровые акулы. У белых акул мощное обтекаемое тело длиной от 5 до 12 метров и весом 2 или 3 тонны. Тело акул покрыто толстой шершавой кожей, иногда ее называют шкурой. Спина у нее темная, бока голубовато-серые, а брюхо белое. И самое главное оружие у акулы – это огромная страшная пасть. Первый рассказ – Беттани Гамильтон. 13-летняя Беттани была лучшей в своей возрастной группе среди женщин-серферов на Гавайских островах и одной из лучших в США. Когда в 2003 году все газеты запестрели заголовками о том, как она подверглась нападению огромной тигровой акулы. Она ушла заниматься серфингом утром в Хэллоуин со своей лучшей подругой Аланой, ее отцом Холтом и своим братом Байроном. Беттани лежала на своей доске, а ее левая рука находилась в воде. Когда акула атаковала и откусила руку чуть ниже плеча, ее товарищи действовали очень быстро. Завязав жгут на обрубке руки и вытащив ее на берег, на берегу в ожидании скорой помощи она потеряла сознание. Но несмотря на то, что девочка потеряла около 60% своей крови, ее удалось спасти после проведения нескольких операций. Примечательно, что Беттани вновь оказалась в воде менее чем через месяц, ловя волны на День Благодарения. Хотя для нее было очень сложно приспособиться к новым условиям, девушка по-прежнему принимает участие в конкурсах по серфингу. Ей удалось выиграть свой первый национальный титул в 2005 году. Были и такие случаи. В январе 2007 года 41-летний австралиец Эрик Нерус совершал погружение с аквалангом в районе мыса Хоуп, юго-восточная Австралия. Он собирал морских устриц на небольшой глубине, когда на него напала 3-метровая белая акула. Она схватила голову Эрика своими чудовищными челюстями, и, казалось бы, судьба человека была решена. Однако Нерус оказался настоящим мужчиной, не спасовавшим перед морским чудовищем. Акула раздавила стекло маски и сломала жертве нос, но Эрик сумел вырваться из захвата челюстей и стал ожесточенно бить акулу по голове. Ему удалось попасть хищнице в глаз, и она отступила, не ожидав от жертвы столь достойного отпора. Прибывшие к этому времени к месту сражения спасатели помогли Эрику забраться на лодку. Мужчина остался жив, отделавшись травмами, но таких случаев, к сожалению, мало. Ну вот мы и подошли к основному рассказу. Родни Фокс является самой известной жертвой нападения акулы в истории. Это нападение произошло 8 декабря 1963 года у берегов Южной Австралии. Родни в маске, ластах и ружьем занимался подводной рыбалкой, когда на него напала большая белая акула. Вот что рассказал сам пострадавший. Что-то огромное ударило с огромной силой в левый бок. В эти первые секунды я даже не думал, что это могла быть акула. Я почувствовал невероятное давление на спину и грудь. Я чувствовал, как будто мои внутренности с моей левой стороны вытесняются на другую сторону моего тела. Моя маска исчезла, и то же произошло с моим подводным ружьем. Я все еще, задерживая дыхание, пытался понять, что происходит. Мое тело было зажато, словно в гигантских тисках. И тогда меня осенила ужасная мысль. Я был в пасти у акулы. Она схватила меня, как собака кость, и я приготовился умирать. Ее зубы охватили мою грудь и спину, а левое плечо застряло в ее горле. Она потащила меня на глубину. В отчаянии, свободной рукой я попытался ударить ей по глазам и заставить ее отпустить меня. Внезапно давление ослабло. Акула раскрыла свои челюсти. Я хотел своей правой рукой оттолкнуться от нее, но рука снова попала в ее челюсть. Ее зубы прошлись по руке, и тогда я почувствовал боль, которую никогда не испытывал раньше. Я был в агонии, собрал все мои силы, чтобы вернуть мою руку обратно. Теперь я знаю, что эти 7-сантиметровые зубы настолько острые
И эти челюсти настолько сильные, что они могут прокалывать металл и измельчать кости, как нож проходит сквозь масло. Каким-то образом мне удалось вытащить мою руку. Теперь мои легкие разрывались, и моей первой мыслью было подняться на поверхность и вдохнуть воздух. Но тогда я не понимал, как тяжело я был уже ранен. Я просто хотел воздух. Когда я поднялся на поверхность, что-то мне подсказывало, что акула снова приплывет за мной. Море было красным от крови, моей крови. Тогда мои худшие опасения оправдались. Плавник задел мои ласты, она уже вернулась. Глядя вниз, я не мог видеть ее через кровь, но каким-то образом мне удалось ее ударить. До сих пор помню, насколько груба ее кожа на ощупь. Когда она находилась прямо подо мной, я в отчаянной попытке нагнулся и схватил ее обеими руками и ногами в надежде, что она не схватит меня своими челюстями. Поскольку мне удалось это сделать, я глубоко вздохнул. В одно мгновение этот гигантский людоед потащил меня снова под воду. Я собирался сделать невообразимое. Ужасающую подводную езду на акуле-убийце. Мы спустились вниз очень глубоко. Мы касались скал на дне океана. Очевидно, она пыталась меня стряхнуть. Я бил ее по бокам и решил отпустить, поскольку мне снова нужен был воздух. Я оттолкнулся от нее ногами на поверхность. Внезапно акула оказалась рядом. Казалось, она играла со мной, плавая и вращаясь вокруг меня. В первый раз я смог разглядеть ее большую коническую голову и понял, что это была большая белая акула. Я знал, что когда она еще раз набросится на меня, у меня не будет никакой надежды. У меня не было сил в запасе, чтобы с ней справиться. Мысль о беременной жене и о нашем будущем ребенке мелькнула в моей голове, и я приготовился умереть. Но мне невообразимо повезло. Акула отплыла от меня и схватила поплавок, который был прикреплен ко мне на длинной веревке. Поплавок используется в качестве контейнера для хранения на поверхности рыбы, которую я ловлю. Но теперь он стал мишенью для акулы. Она проглотила весь поплавок и затем нырнула, потащив меня вместе с ним. Мы погружались все глубже и глубже. Но я знал, что я могу освободиться. Мне нужно было просто развязать веревку, прикрепленную к моему поясу. Вот когда я снова испытал страх. Пояс развернуло, и клипса была на спине, а мои руки были настолько слабы, что я не мог нащупать ее. Акула тащила меня на большой скорости сквозь толщу воды. И в конце концов я понял, она собралась утопить меня. Внезапно веревка порвалась. Замечательное мгновение удачи, когда акула первый раз схватила меня за грудь. Ее зубы частично разорвали веревку, и она уже не могла выдержать напряжение, когда акула тянула меня в воде. Осталось сделать одно последнее усилие, чтобы подняться обратно к поверхности. У меня все плыло перед глазами. Там была лодка с моими друзьями на борту. Я успел сказать «Акула». Кто-то сказал «Держись за борт, все кончено, держись». Позже я слышал, как они пришли в ужас, увидев зияющие раны в моем теле. Кости на правой руке просматривались вдоль всей конечности. Только на нее Фоксу было наложено 94 шва. Его грудная клетка, легкие и желудок были буквально разорваны. Спасатели не снимали с него гидрокостюм, что помогло внутренним органам держаться на месте. Это, вероятнее всего, и спасло ему жизнь. Он был слишком большой для меня, поэтому я одел толстый шерстяной джемпер под него. Ни я, ни врачи в больнице не поняли, как сильно я был ранен до тех пор, пока они не разрезали гидрокостюм. Мои внутренние органы вывалились бы наружу, если б не гидрокостюм, а все ребра на левой стороне были сломаны. Диафрагма была проколота, легкие разорваны, лопатки пробиты, селезенка вскрыта, а главная артерия, идущая от моего сердца, хорошо просматривалась. Чудом она не была порвана. Мне наложили 462 шва, но я выжил. Я помню, как, проснувшись после 4-часовой операции, я увидел жену рядом со мной. Она плакала. Но врач сказал, он обязательно поправится. Так закончил свою ужасную историю Родни. Не прошло и 5 месяцев,
как он снова занялся дайвингом в попытке побороть свои страхи перед океаном. С тех пор он узнал все о большой белой акуле и в настоящее время считается одним из ведущих экспертов в мире по этим хищникам. По сей день он хранит большой белый зуб, застрявший в его запястье. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.